Это видео про известных людей. А вот несколько менее известных, но оттого не менее славных людей. Спасибо, дорогой No Added Sugar 963, Илья FX, канал Федора, Стормагетон и Сугойде Суйоне. И, конечно, спасибо всем остальным чудесным малышам, которые поддерживают мою ленивую жопу. Некоторое время назад я попросил в Дискорде прислать мне фотографии известных людей. И в этом видео я скажу о каждом из них пару слов. Но прежде чем начать, у меня для вас небольшая загадка. Двое из людей, которые появятся в этом видео, снимались в рекламе Pizza Hut. Попробуйте угадать, кто именно. Наталья Поклонская, генпрокурор Крыма. Или уже нет, я как-то не слежу за ее биографией. Значит, чем интересна Поклонская? Она интересна одним – своей внешностью. То есть, я не говорю, что кроме внешности она ничего из себя не представляет, я говорю лишь о том, что из тысяч безликих чиновников ее выделила именно внешность. И это интересно. Несмотря на все усилия бодипозитивных феминисток, красивая женщина в любой роли, будь она прокурор или продюсер видеоигры, сразу привлекает внимание и создает вокруг себя некое поле обожания. Почему? Почему так? Мало ли красивых девушек? Тысячи их. Я каждый день вижу на улице кучу абсолютно прелестных фемин. В чем же тут дело? Я думаю, что дело в том, что красивая женщина на любом посту чуть серьезнее секретарши или продавщицы вызывает симпатию просто за счет того, что вот она красивая, могла бы просто выйти замуж и закончить на этом свой карьерный рост. А нет, видите, занимается чем-то профессиональным. Это приятно. А что до Поклонской, мое мнение о ней испортилось после того, как она появилась в каком-то там новогоднем обращении в совершенно непотребном виде. Это как-то меня совершенно разочаровало в ней. Не потому, что она может выглядеть непотребно, кто угодно может выглядеть непотребно, а потому что она решила, что вот именно вот так я хочу выглядеть, пусть даже один раз в своей жизни. На мой вкус это признак какой-то лютой глупости. И да, я понимаю, что, наверное, странно, что меня разочаровало в ней именно это, а не всякие другие вещи, о которых вы и сами знаете. Ну вот его. Йося. Чё говорить? Диктатор с годами приобретает обаяние. Порядок при нем был и все такое, а плохое со временем забывается. Поэтому да, я вполне понимаю всплеск любви к нему. Ну то есть я этого не понимаю, но в принципе понимаю. Поэтому надо не забывать. Надо учить детей истории. Ладно, не буду занудствовать. Так, я не знаю, кто это такой. Итак, это Алексей Моресьев, эпический летчик, потерявший на войне обе ноги, но продолживший летать и сбивший после этого еще больше самолетов, чем до. Почему я ничего не знаю о нем, но знаю про уебка Сталина и дуру прокурора? Это риторический вопрос. Эллен Пейдж. В общем, я не смотрел ни одного фильма с ней, знаю только, что с нее списана Элли из Last of Us и главная героиня Beyond Two Souls. Окей, еще я видел какую-то ее свежую фоточку, где она выглядела ужасно, и в комментариях пояснили, что вот что делает с людьми феминизм и веганство. Ну хорошо, мне она и в лучшие годы не особенно нравилась. Александр Пистолетов. Не смотрел ни одного ролика с ним, но, насколько я понимаю, этот человек известен исключительно тем, что вертит писькой перед камерой. Ну что же, зато он успешен, а ты нет. Аска Лэнгли, 14 лет, ума нет. Еву я не смотрел, но, конечно, знаю основных персонажей, и раньше мне нравилась Рэй. А потом начала нравиться Аска. Потому что... Не знаю почему, видимо, мне надоели безинициативные закрытые люди, то есть кудеры. Хрущев. Я мало чего о нем знаю, но образ у него такого простоватого мужика во власти. Все эти стучания ботинком и бугурт от абстракционизма. У меня нет ощущения, что он сделал много полезного. Из всех советских руководителей он кажется мне самым бестолковым. Какой-то чувак. Если я правильно понял, это какой-то рэпер по имени Хаски. 1,5 миллиона прослушиваний на Last.fm. Ну что же, уверен, это талантливый человек, пишущий прекрасную музыку. И прекрасные тексты, что еще важнее. Стример по имени Evil Artos. Уверен, у него чудесные, вдохновенные стримы, и сам он приятнейший человек. Эх, Бориска. Опять же, я буду говорить исключительно о своих личных ассоциациях. У меня в голове образ Ельцина достаточно положительный. Мне кажется, что он был, может, и не очень умным, но искренним и добросердечным человеком. Франц Иосиф I, император Австрийской империи и король Богемии, правил 68 лет. А мог бы картинки обозревать? Хидео Кодзима. Что я могу о нем сказать? В Metal Gear не играл, кроме первого на Денди и первого же на Соньке, и не в восторге я от них.
Кроме того, как фанату Silent Hill, меня сильно печет от божественного статуса Кодзимы и абсолютной неизвестности авторов моей любимой игры. Джон и Йоко. Битлз я не слушал, но представление у меня такое, что Леннон был крутой, а Йоко та еще ведьма, которая все и разрушила. МакЭфи. Автор одноименного антивируса и эксцентричный человек. По-моему, он слегка поехал на теме хакеров и прочих заговоров против него. Да что ж такое, я не просил слать мне советских руководителей, если что. Интересно, почему их в таких количествах прислали? Видимо, что-то в воздухе. Ленин круто выглядит. Не будучи сильно симпатичным чуваком, он нашел свой, с позволения сказать, лук. И это мне нравится. Какие у нас броски. От вождя народов к популярному внуку легендарного деда. Ну, про этого парня я уже все сказал в соответствующем видео. Карл Маркс. Это философ. Не будучи знаком с его трудами, я не возьмусь расставлять над ним какие-то точки. Джеки Чан. Что говорить. Как и все китайцы, это крайне трудолюбивый человек. Это не может не вызывать уважения. Еще меня удивляет, что он, столько лет туся в Голливуде, все еще говорит с диким акцентом. Некая певица под псевдонимом FKA Twix. С таким именем только с балкона вниз головой. Тем не менее, теги мне понравились, и я послушал самый известный ее трек. Не понял. Noise MC. Я не слушаю русскую музыку и особенно не слушаю русский рэп, но окей, среди всех русских исполнителей Noise MC далеко не самый отвратительный. Ну так, когда я гляжу на них со стороны. Так-то я что какого-нибудь Тимати не слушал, что Noise MC. Но не обязательно же все слушать, читать, смотреть, чтобы иметь мнение, правильно? Вокруг любого творца или явления есть некое информационное поле, позволяющее судить о них. Мне не нужно вступать в ИГИЛ, чтобы составить о нем мнение. Ну вы поняли, то есть Noise MC это как ИГИЛ. Тот, в последний раз, не куплю я Skyrim. Уйди отсюда. У тебя есть огромная аудитория твоих пресных кривых игр. Я не... Что? Это скриншот из Lego Star Wars? Я не увлекаюсь покемонами. Горбачев. Это правитель, при котором я родился. Он мне приятен. Как и Ельцин, Горбачев не кажется мне очень умным, но добрым и действующим из лучших побуждений. Войска из Афганистана вывел, евреев выпустил, Оруэлла напечатал и ушел, что очень важно. Некоторым плешивым царькам стоило бы поучиться у нормального человека. Я не очень... как бы сказать, я допускаю, что у него достаточно таланта, но все, что я у него видел, оно какое-то супер лоу-эффортное, поэтому не котирую. Хирохико Араки, автор Джоджо. Не смотрел и не читал я вашего Джоджо, и его фанаты настолько назойливы, что и не хочу. Не могут заткнуться со своим Джоджо. Окей, это Filthy Frank. Я его не смотрел и не хочу. Он мне кажется каким-то постмодернистским трэшем. Не судите меня, я человек старой формации. Махачкалинский блогер Кама Пуля. Окей. Я не... Да. Это... Не, подождите. Это интересно. Вот раньше сполна самовыразиться мог только какой-нибудь известный человек. Вы видели его по телевизору, слышали по радио, читали его книги и таким образом узнавали его. А вокруг тем временем ходили тысячи людей, внутри которых тоже целый мир. Но никто об этом не знал, и они так и умирали никем не узнанные и не понятые. А сейчас любой таджик со стройки может создать YouTube-канал и показать всем свой многогранный внутренний мир. Вот вам и Кама Пуля. Итак, я не знаю, кто это. Михаил Светов, оппозиционный блогер. Превьюшки его видео выглядят вот так. Ну то есть, понятно. Так, это чувак из Пикника. Один мой друг очень любит эту группу, в результате чего я слышу о ней значительно чаще, чем она того, возможно, заслуживает. При этом слышал я 1,5 трека и, в общем, не в теме. Роммель, немецкий генерал. Выдающийся в своем роде человек. И это интересно. Заслуживает ли уважения человек, проявивший мужество, тактический гений и всякие другие положительные вроде бы качества, но направленные на нехорошую цель? Не знаю. Хаяо Миядзаки. Из всех его мультиков я смотрел только Навсекаю и Лапуту. И они были ок. Поэтому особого мнения на его счет у меня нет. Ну, мне приятно, что в аниме есть хоть один персонаж, добившийся мирового признания. Нет, я знаю, что это Памела Андерсон, просто хочу поглядеть другие ее молодые фотки. Памела Андерсон для меня всегда была символом Америки, вместе с Майклом Джексоном. И в этом есть что-то символичное, учитывая, что Майкл Джексон вообще-то черный, а Памела Андерсон брюнетка. Так или иначе, последнее мне скорее приятно. Она всегда казалась мне каким-то светлым человеком. Хотя, может быть, это просто мои ностальгические ассоциации. Ну и еще она делает много хорошего, животным там помогает. Вот, поэтому... Да, в общем, можно к ней по-разному относиться, но нельзя не признать, что ее имя стало нарицательным.
красивая девушка равно Памела Андерсон. Во всяком случае, для моего поколения. А вот Эль Фаннинг, современная актриса, тоже, наверное, считается секс-символом кем-то. То есть стандарты изменились. И не могу сказать, что в худшую или в лучшую сторону. Просто изменились. Фильмов не смотрел. Юрий Кнорозов, дешифровщик письменности майя. Это интересно. Сидел он в Советском Союзе за каменной стеной и переводил письменность далекого древнего народа. А в самой Гватемале, на родине майя, побывал только в 90-м году. Есть в этом что-то, да, символичное. Собственно, все. Присылайте мне еще фотокарточки известных людей, и, может быть, будут известные люди номер 2. Такие дела. Вы не забыли про нашу историю с Pizza Hut? Ну что, у вас есть идеи, кто из всех этих людей снимался в их рекламах? Давайте посмотрим. Don't look now. It's Pamela Anderson. That's not Pam. Oh, yes, it is. I gotta talk to her. No, me. Pizza's here. Pan pizza from Pizza Hut. It's pan-baked for an irresistibly crispy bite. It's probably not her anyway. Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.